Появилось желание рассказать вам про некоторые интересные велосипеды, которые могут быть незаслуженно не замечены. Особенно в том срезе, что старым велосипедам, в общем-то, можно за небольшие деньги подарить вторую жизнь. Старый. Но не бесполезный. Еще нет. Вот один из таких велосипедов – это Trek STP. Велосипед с довольно интересной историей. Я тут погуглил немного про него. История говорит о том, что в конце 90-х годов итальянская велогонщица Паула Пиццо, когда гонялась за велосипеды компании Trek, Гарри Фишер, она начала жаловаться на боль в спине на контрийных гонках и спросила: ребят, что можете сделать? И в итоге было придумано такое техническое решение, названное Softail, которое позволяло минимизировать удары при каких-то жестких секциях на гонке. В конечном счете на такой раме она привезла олимпийское золото в 2000 году. По-моему, то ли в Атланте была Олимпиада, то ли где-то еще. Значит, в чем суть? Суть в том, что рама лишена каких-либо линков подвески, осей, то есть вес сохранен практически как на уровне хардтейла, при этом в разрез верхних перьев вставлен амортизатор полноценный RockShox Seat Dual Layer с ходом около 2 сантиметров и результирующий ход подвески что-то около 4 сантиметров. При этом рама обладает жесткостью хардтейла, весом практически хардтейла. В свое время стоила в районе 2-3 тысяч долларов. Сейчас рыночная цена на eBay колеблется от 300 до 500 долларов. То есть, в принципе, любой старый ваш хардтейл путем замены просто рамы, потому что стакан прямой. У данной рамы, к сожалению, можно установить только вибрейки. У более поздних 2001-2002 года, если не ошибаюсь, уже, по-моему, была возможность установки дискового тормоза через стандартный трековский переходник. Но, в принципе, для большинства задач, в общем-то, заднего тормоза и вибрейки, особенно если поставить хорошие тормоза, какие-нибудь LX, XT, XTR с параллельным ходом или тем более Maguro, в общем-то, более чем достаточно. В принципе, я на вибрейках катался даже в Сочи. Рама выполнена из фирменного карбона OCLV Trek. Из этого же карбона изготавливались топовые хардтейлы Pro 9.8. Вес рамы, к сожалению, назвать сейчас трудно, потому что ее не взвешивали. Вес велосипеда в районе 10,5 кг в этом сетапе. Велосипед собирался для клиента. Желание было собрать универсальный быстрый велосипед, на котором можно быстро наваливать по асфальту и при этом без проблем съехать на грунт. С такой резиной особо, конечно, на грунт не съедешь, но, по крайней мере, по грунтовкам покататься вполне можно. Что еще хотелось про этот велосипед сказать? Хотелось сказать то, что велосипед в данном сетапе, тут идет микс LX, XT, XTR, с вилкой, бомбер старый, но и перебрали, она полностью рабочая, живая. Этот велосипед стоит в районе 60 тысяч рублей. Если вы посмотрите текущие цены в магазинах, то, разумеется, ничего подобного в аналогичном уровне оборудования вы купить физически не сможете. Из недостатков можно считать, что здесь 26 колеса, но недостаток весьма условный, опять же, особенно для людей невысокого роста. То есть, в принципе, любому велосипеду старому, с которым жалко расставаться или жалко выкидывать много денег на замену нового, всегда можно подобрать какую-нибудь хорошую, качественную раму из прежних лет и, в общем-то, вдохнуть в велосипед новую жизнь. Так что, я думаю, что на этом велосипеде мы не закончим нашу рубрику. Велосипеды у нас такие есть. Велосипеды мы такие любим, потому что они очень экономически оправданы и едут они хорошо.
Еще хотелось бы сказать, что конкретно на этом велосипеде я сам катался. Велосипед позволяет ехать уверенно по асфальту со средней 30-35, довольно продолжительное время. Вот. И, в общем, при этом он действительно адсорбирует какие-то мелкие неровности. Так что, если кого заинтересует, то пишите. Можем помочь подобрать аналогичное что-нибудь. До встречи!